Привет! На ютубе есть огромное количество видео на тему привычек, но большинство смотрит поверхностно и пытается перенять только видимую сторону. Раньше я тоже так делал. Билл Гейтс много читает, Тим Кук встает очень рано, а Джек Ма любит быстро растворимую лапшу. Возможно, что вставать рано и много читать полезно, но это только вершина айсберга. Просто поступая подобным образом, ты вряд ли добьешься успеха. Тем более, что все люди разные, не все любят вставать до рассвета. И что теперь? Корить себя и откладывать свою жизнь на потом, когда наконец-то проснешься под пение птиц? В этом видео я расскажу о более глубоких вещах, которые помогают миллиардерам, да и мне, стать более продуктивным. А в конце я расскажу, как эти привычки в себе выработать. Поехали! Миллионы людей изводят себя вопросами, как похудеть, как бросить курить, заняться спортом, питаться правильно, как преодолеть стресс и стать финансово независимым. Первым делом надо определить, твои ли это желания или они навязаны твоим окружением и рекламой. Чтобы это определить, психологи советуют задавать 3 вопроса. Первое. Чувствуешь ли ты постоянную потребность в этом? Второе. Хочешь ли ты что-то для этого сделать? Ну и третье. Испытываешь ли ты счастье в процессе, а не только от результата? Если ты ответил «да» на все эти вопросы, значит желание твое. Итак, первая привычка. Успешный человек умеет распознать свое истинное желание. Идем дальше. Есть легкие цели, а есть цели посложнее. Легкие цели – это те, которые можно быстро достичь, сделав пару простых действий. Например, захотел поесть, приготовил еду или сделал заказ. Цель посложнее – это, например, ремонт в квартире. Чтобы ее достичь, надо разбить ее на несколько простых, понятных и достижимых шагов. Надо придумать дизайн, найти строительную бригаду, выбрать отделочные материалы и так далее. Вроде бы тоже не все так страшно и непонятно. Из этого следует вторая привычка успешного человека. Не пытайся все сделать за раз. Определи шаги для достижения цели. Но есть цели не только сложные, но и регулярные. Например, выучить новый язык. Как этого достичь? Разбиваем на простые шаги. Найти школу или репетитора, прийти на занятия, сделать домашние задания. Одного усилия тут будет недостаточно. Это действие необходимо выполнять регулярно, а любое повторяющееся действие, мысль или эмоция уже формирует привычку. Значит, цель выучить язык – это понимание, какие новые привычки приведут к ее исполнению. Ты внедряешь их в свою жизнь и регулярно выполняешь. Для привычек важна регулярность. И как только нужные привычки закрепятся, можно считать, что цель у тебя в кармане. Это третья привычка успешных людей – регулярное выполнение шагов, ведущих к цели. Но почему для многих регулярное выполнение чего-либо – это очень сложно? И попытавшись, они бросают свои цели. Потому что регулярность – это тоже привычка. Как я уже сказал, ее необходимо тренировать. А тренировки, как известно, это дело энергозатратное. И не только физически, но и умственно. Согласно исследованиям, мозг – это очень ленивая штука в твоей голове. Он всегда старается экономить энергию и стремится к стабильности и в мыслях, и в действиях. Мозг – это множество сформировавшихся нейронных цепочек за все время твоей жизни. По ним, как автомобили по шоссе, пробегают импульсы, которые определяют реакции и чувства на разные внешние раздражители. Поэтому можно сказать, что все твои привычки, взгляды на мир, чувства и реакции – это всего лишь определенные нейронные цепочки в мозге. Но раз нейронные цепочки выросли из одних привычек, логично, что также их можно вырастить и для других, более нужных и полезных. Это как проложить новую дорогу, но только в лучшую жизнь. Это же прекрасно, все зависит только от тебя. Тут как раз можно вспомнить про аффирмации. Это утверждения, которые помогают изменить твой образ мысли и сформировать то будущее, к которому ты стремишься. Четвертая привычка – это умение делать осознанный выбор в пользу определенных мыслей и реакций. Менять свои установки, если они не приносят тебе пользы. Вроде бы все просто. Выбрал новую мысль или привычку, начал думать и действовать по-другому, и через некоторое время тебя ждет успешный успех. Так почему же у некоторых людей может не получиться? Потому что этот процесс похож на попытку выехать на автомобиле из глубокой колеи. То и дело, колеса будут попадать в нее обратно. Также и мозг, он будет пытаться прогнать импульсы по уже протаренной нейронной дорожке и сэкономить энергию. Ведь на постройку новых цепочек нейронов энергетические затраты мозга становятся сопоставимы с затратами, как при активном занятии спортом. Значит, одной из ошибок может быть слишком резкая попытка поменять свои мысли и реакции. Мозг может просто не справиться с нагрузкой. Когда ты приходишь в спортзал, чтобы накачать мышцы, ты же не бросаешься на самую тяжелую штангу. Ты выстраиваешь себе режим упражнений с постепенным набором веса. Поэтому пятая привычка успешных людей – при постановке любой новой цели не бросаться в омут с головой.
головой, а уметь выстроить бережный режим, иначе можно перегореть за пару недель, получив реальное нервное истощение. Для того, чтобы начать делать что-то новое или мыслить по-новому, надо понять, как сделать так, чтобы этого захотел твой мозг. Надо понять, как вступить с ним в диалог и попробовать договориться. Диалог может появиться тогда, когда выявляются и осознаются противоречия. Сначала в жизни появляется стремление к чему-то, а потом ставится цель. А не наоборот. Значит, тот, кто не достигает цели, не имеет достаточного стремления. Например, у тебя есть стремление наладить режим сна, но никак не получается готовиться ко сну в одно и то же время. В итоге чувство вины и нарушенный режим сна. И это вовсе не случайность или стечение обстоятельств. Это обычное противоречие. Если осознать это противоречие, то можно реально посмотреть на ситуацию и перестать себя обманывать. А значит, у тебя появляется шанс. Либо ты осознаешь важность стремления и достигаешь цели, либо наконец-то перестаешь себя корить и страдать, честно признавшись, что стремлений у тебя нет. Получается, что 6-я привычка успешных людей – это честный диалог с самим собой, нахождение и разрешение противоречий в своей жизни, которые мешают тебе достигать целей. Привычки являются результатом нашего собственного выбора, сделанного в какой-то момент, многократно повторенного и доведенного до автоматизма. Если ты однажды запустил механизм рождения какой-то привычки, значит ты можешь выработать в себе любую другую привычку. Движущая сила привычки – мозг, который очень любит получать награду. Мозг связывает триггеры с соответствующими наградами, в результате чего появляется желание мозга получать награду из определенных действий. Стандартная петля привычки – это триггер, события, привычные действия, реакция и награда. Награда – это не обязательно вкусная конфетка. Наградой может быть что угодно. Принять душ или прогуляться с собакой – это все может быть наградой. Можно научить себя чувствовать приятную усталость после бега или легкость и энергию после тарелки овощей на ужин. Научись страстно желать правильных вещей. Это позволит быстрее сформировать нужные привычки. Золотое правило изменения привычки – не борись со старой привычкой, а замени ее другой. На прежний триггер можно выбрать новое действие или реакцию, но оставить в мозгу прежнюю награду. Один из главных факторов, позволяющих добиться успеха – сила воли. Ее тоже можно превратить в привычку и довести до автоматизма, натренировав как мускулы в спортзале. Заставляя себя делать что-то, ты меняешь свой образ мыслей, поэтому надо учиться как можно чаще пользоваться своей силой воли. Тогда самодисциплина будет без больших усилий включаться в нужный момент, позволяя быстрее справиться с соблазнами, сдержать негативные эмоции и достигнуть поставленных целей. Хорошая новость, не обязательно менять все свои привычки. Можно начать с одной. Малые победы важны не меньше больших. На них опираются крупные свершения. Даже одна ключевая полезная привычка сама притягивает другие полезные привычки. Люди, начавшие заниматься спортом, со временем совершенствуют весь свой образ жизни. Питание, режим сна и стиль общения с близкими. Два важных условия закрепления новой привычки. Первое – собственная вера в возможность изменения. Поверь, что привычки можно менять. Хвали себя за каждую новую реакцию. Второе условие – поддержка единомышленников. С кем поведешься, от того и наберешься, гласит народная мудрость. Единомышленники могут выслушать, дать совет, поделиться своим опытом. Это мобилизует и не дает расслабиться и сойти с дистанции. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока!